У меня умирают яблоки, одна груша, и поэтому я решила что-нибудь сделать. И нашла я рецепт медовой, как это называется, шарлотки. И мне показалось это очень интересным. Там требуется в рецепте 3 яблока. Ну, так как у меня есть 2 яблока и груша, и они маленькие, то я решила еще добавить немного вяленой клюквы туда. И вот так, немного ингредиентов, которые нам понадобятся. 3 яйца, 100 грамм коричневого сахара, 170 грамм муки. Потом нам понадобится корица, имбирь и мускатный орех. И 2 столовые ложки меда и еще разрыхлитель. Ну, по ходу приготовления я все это буду озвучивать. Итак, возьмем 3 яблока, вынем сердцевину и порежем пластинками. Добавим в яблоки вяленую клюкву и зальем все это соком половины лимона. 3 яйца в чашу миксера. Взбили до пивной пены и добавили 100 грамм коричневого сахара. В яйца добавляем 2 столовые ложки меда и взбиваем снова. Теперь возьмем 170 грамм муки, в нее добавим чайную ложку разрыхлителя, туда же добавим пол чайной ложки корицы, пол чайной ложки сушеного имбиря измельченного и пол чайной ложки мускатного ореха. Все это хорошенечко перемешаем и просеем в наши взбитые яйца. Теперь перемешаем движением сверху вниз, и чтобы хорошо вымесить муку. И вот такой консистенции очень густой сметаны должно получиться. На дно формы у меня диаметр 24 сантиметра. Выкладываем яблоки и сверху выкладываем наше тесто. Хорошенечко разровняем. Я еще его немножко встряхнула и постучала об стол, чтобы тесто хорошенько распределилось внутри. Теперь отправляем в духовку при 200 градусов. В рецепте указано было 50 минут. Я выпекала 40 минут, и у меня сверху пирог подгорел. Ну, он зарумянился слишком. Он темный сам по себе, но все равно это было слишком. Так что я предлагаю выпекать 30 минут, проверить шпажкой. Если сверху уже зарумянился, то накрыть фольгой. И вот такая очень необычная вкусная шарлотка получилась.